В России приступает к созданию независимого интернета теперь уже не на словах, а на деле. Кому он нужен и как будет работать, разберем в сегодняшнем выпуске. Россия приступает к созданию глобальной системы спутникового интернета «Сфера». Проект предполагает развертывание системы из 640 малых спутников, которые обеспечат комплексные услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли на территории всей планеты. Эта невероятно сложная, но все же реализуемая задача позволит нам создать свою национальную систему доступа к интернету и мобильной связи, независимую от третьих стран. Однако этот проект является лишь частью комплексной стратегии по усилению информационного суверенитета нашей страны. Сейчас прорабатывается вопрос создания собственной системы корневых серверов DNS, независимых от ICANN, которые в целом определяют работу глобальной адресации интернета и большинство из которых сейчас находится под контролем США. За основу взяты идеи отца китайского фаервола Фан Бинсина, который указывает на то, что между несколькими странами, например, Россией и Китаем, можно создать прямой обмен данными в обход корневых DNS-серверов США. Несмотря на то, что интернет уже давно проник в нашу жизнь, мы находимся на пороге эры интернета вещей, в которой значимость этой сети вырастет еще больше. Однако, фактически, Россия безоружна перед попытками США отключить ее, если не от всей сети, то от множества ее важных составляющих, например, электронных сертификатов. В отличие от Китая, мы не имеем странового сертификата, а это значит, что одним щелчком мыши за океаном нам могут создать множество проблем, в том числе в транспортной и другой критической инфраструктуре. И это лишь некоторые из вероятных угроз. Сейчас все наши усилия направлены на скорейшее преодоление этой зависимости. Но важно понимать, что речь идет не о создании собственного, изолированного от мира интернета, а об обеспечении возможности пользоваться сетью без оглядки на иностранный рубильник. В случае успешной реализации пользователи в России не заметят вообще никаких неудобств. Первые спутники системы «Сфера» будут выведены на орбиту уже в 2022 году. К 2028 году формирование группировки будет завершено. Как и любой большой проект, этот потянет за собой множество других. Например, для вывода спутников потребуется создание не менее 25 ракет «Ангара», что загрузит работой НПО «Энергомаш» и Центр имени Хруничева. Под «Ангару» уже осенью начнется строительство нового стартового комплекса на космодроме «Восточный». Сами спутники в количестве не менее 640 штук будут производиться в России, а это потребует строительства новых фабрик, выпускающих элементную базу космического назначения с типономиналом 22 нанометра. То есть это даст толчок к развитию отечественной микроэлектроники. А еще одном важном направлении информационного суверенитета мы расскажем сразу после краткой сводки наших побед. Российские школьники и студенты продолжают радовать своими победами на международных научных состязаниях. Так, на Международной олимпиаде по биологии в Тегеране сборная России завоевала 3 золотые и 1 серебряную медаль. На Международной олимпиаде по физике сборная российских школьников продемонстрировала выдающийся результат, взяв 1 серебряную и 4 золотые награды. На Международной математической олимпиаде студенты СПбГУ обошли 70 сборных вузов со всего мира и стали победителями. 2 золотые и 2 серебряные медали взяли наши ребята на 50-й Международной химической олимпиаде в Чехии и Словакии. Второй раз подряд российская сборная победила на Европейской олимпиаде юниоров по информатике. И, наконец, 5 золотых медалей принесла России наша сборная школьников на Международной математической олимпиаде в Румынии. Желаем ребятам и дальнейших побед! Как уже отмечалось выше, Россия не стремится создать свой собственный, изолированный от мира интернет.
Напротив, мы приглашаем весь мир к изучению нашей страны, в том числе с помощью интернета. 2 года назад стартовала открытая регистрация в доменной зоне .рус. Этот проект инициирован и развивается российскими компаниями из Приволжского федерального округа. Домен .рус принадлежит российскому юридическому лицу и позволяет, в отличие от известной зоны .ру, писать названия сайтов на кириллице. В данный момент сеть кириллических адресов в зоне .рус активно растет и развивается. И это тоже борьба за наше место под электронным солнцем. В мире около 300 миллионов человек знают русский язык, и задача проекта – объединить всех, даже проживающих за пределами России, в одно русскоязычное информационное пространство. Это способствует продвижению языка, а значит и позиции страны. Причем, если домен .рф ограничивает нас территорией современной Российской Федерации, то .рус подтверждает тезис о том, что Россия не заканчивается нигде. Наша программа «Время вперед» присоединяется к проекту развития кириллической зоны и приглашает вас создавать интересные и полезные для общества ресурсы в доменной зоне .рус. Ровно год назад мы рассказывали о том, как якутские десантники в день ВДВ вместо того, чтобы купаться в фонтанах и пьянствовать, вышли на уборку мусора. И вот на этот раз ребята продолжили славную традицию хороших дел и в свой праздник навестили местный социальный центр, оказывающий помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Десантники подарили нуждающимся продуктовые наборы, а детям канцтовары. Тетради, альбомы, все, что пригодится тем уже скоро, с началом нового учебного года. Приятно, что в этом году традицию совершать добрые поступки подхватили и в других городах страны. В Краснодаре десантник Дмитрий со своей женой посетил детский дом при храме Рождества Христова и подарил детям разные вкусности. В Брянске десантники привезли арбузы, квас и мороженое воспитанникам областной школы-интерната имени Героя России Титова и социального приюта для детей и подростков Брянского района. В Красноярске десантники сдали кровь и потом тоже отправились в благотворительный фонд, чтобы помочь больным детям. Хороший пример заразителен. Мы видим, как на наших глазах возникает новая положительная традиция. Уверены, что через год сообщений о добрых делах в день ВДВ станет намного больше, и мы о них обязательно расскажем. Но не забывайте, что творить добро нужно не только по праздникам. Помогайте ближним каждый день, и вы увидите, как меняется мир вокруг вас. Мы желаем вам доброй и бодрой недели. Все первоисточники и текст выпуска ищите по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы, смотрите нас на ТВ и обязательно поделитесь этим видео с друзьями.